Привет всем любителям жить вкусно, даже если вы не употребляете сахар. Сегодня вас ждет рецепт именно из этой категории. Мы приготовим домашнюю гранолу без сахара, и она получится просто пальчики оближешь. Я убеждена в том, что домашняя гранола всегда вкуснее покупной. Во-первых, потому что ей можно придать любой вкус, добавив то, что вы любите, и убрав то, что вам не нравится. Во-вторых же, вы можете сделать пару-тройку вариантов и чередовать их. Такой завтрак вам никогда не приестся. Гранола по моему сегодняшнему рецепту получится очень нежной на вкус, без ярких вкусовых акцентов. Как и полагается, в ее основе будут овсяные хлопья, а также натертое яблоко и ряженка. Если для вас не принципиально наличие или отсутствие в продукте сахара или меда, смело вводите его по своему вкусу. Если же гранола покажется вам недостаточно сладкой, но вы не захотите добавлять в нее сахар или мед, то просто вместо яблочного пюре используйте пюре из банана, оно очень сладкое. Кстати, из этой смеси вы можете приготовить и гранола барс. Просто распределите получившуюся смесь ровным плотным слоем по противню и сушите его, не перемешивая, а готовый пласт потом нарежьте на порции. Орешки, семечки, сухофрукты в составе этой гранолы вы можете смело менять. Добавляйте то, что вам больше всего вкусно. Список всех ингредиентов вы видите на экране, а также он продублирован в описании. Первым делом я измельчаю орехи. Их можно оставить и целыми, либо нарубить вручную. Я измельчаю в комбайне до крошки разного размера. Подойдут любые орехи, выбирайте на свой вкус. В глубокую миску всыпьте овсяные хлопья, добавьте орехи, кунжут и изюм. Мне больше всего нравится использовать темный изюм, у него очень насыщенный вкус. Добавьте щепотку соли и слегка перемешайте все рукой. Теперь займитесь яблоками. Их необходимо натереть на мелкой терке. Я делаю это при помощи комбайна. Кожицу яблок я не удаляю. Если вы используете банан, его можно просто размять вилкой. Натертые яблоки отправьте к смеси сухих ингредиентов. Влейте лимонный сок, добавьте ряженку. Тщательно вымешайте смесь и оставьте ее на 20-30 минут, чтобы хлопья пропитались. Мне удобно вымешивать гранолу рукой, но вы делаете это таким образом, как удобнее вам. Противень застелите пергаментом и выложите на него будущую гранолу. Разровняйте смесь в пласт. Сушите гранолу в духовке в режиме конвекции при 75 градусах с приоткрытой дверцей или же в дегидраторе при температуре 50-55 градусов. Каждый час перемешивайте смесь, чтобы процесс сушки шел равномерно. Сушите гранолу до тех пор, пока она не станет абсолютно сухой и рассыпчатой. Если не досушить гранолу, во время хранения она может заплесневеть. Готовую гранолу храните в плотно закрывающемся контейнере или в стеклянной банке. Не забудьте поставить палец вверх, а также напишите комментарий о том, любите ли вы гранолу и готовите ли вы ее самостоятельно. С вами была я, Галина Артеменко, и канал «Жизнь вкусная».